В настоящий момент в Беларуси за правду, за свою смелость сидит очень большое количество людей в тюрьме. Потому что в Беларуси не работают законы. Ну, я хотів тебе спитати, ти ведаєш ти, хто такі політв'язні, і якби ті хто-то з знайомих посадили в Білорусі в тюрму? Политвязни – это те, которые зараз сидят за крадами. А як думаєш, за що вони сидять? Чому? Ни за что. За свої погляди, за те, що вони так думають. Вони думають, що Лукашенко не правий, і за це фактично вони і сидять у тюрмі. Или вони вийшли, підняли білоруський стяг і фактично за це їх посадили в тюрму. Як ти думаєш, це добре чи дренно? Это дрянно. Правильно. Правильно, Сонейка, потому что, коли человек ничего дрянного не робить, вот гляди, в Польше, например, люди ходят с польскими стягами, там, с орлом белым, никто ничего не робит. А ты знаешь, кто такие политзаключенные? Кто? Не знаешь? Это вот как раз ребята, которые... Заключенные? Да, которых просто в тюрьму посадили за то, что... Они говорили «нет войне». За то, что говорили «нет войне», за то, что говорили, что Лукашенко нас обманывает, за то, что... И еще Лукашенко был выбор у нас, какой мы хотим президента. Да. А Лукашенко нас просто обманул. Потому что очень много людей, которые готовы были выходить и протестовать, и высказывать свой протест, они либо вынуждены были, как мы с тобой, уехать из страны, либо они находятся, Саша, в тюрьмах. И это очень страшно. Вот, все люди задолбали, пусть посидят, подумают о своем Типа поведении. того, он хочет всех наказать. Он хочет всех, показать, чтобы запугать людей, чтобы люди боялись высказываться против него. Вот. И, к сожалению, все это продолжается, несмотря на то, что это началось 2 года тому назад, в 2020 году, все продолжается по сей день. И люди просто за то, что имели силу в себе, волю, возможности высказываться, что-то делать, собственно, как и наш папа. Политзаключенные — это люди, которые сидят в тюрьме, и им очень важно показывать то, что что они там сидят, это так случилось, но это неплохо, то есть они неплохие, и мы должны их поддерживать. Ты бы хотел поддержать кого-нибудь из политзаключенных? Да? Как бы ты это сделал? Не знаешь? Может быть, нарисовать им рисунок? Ну, надо что-нибудь получше. Получше? Как ты думаешь, что? Коробочку с чем-то. Посылку им отправить. Бандероль. Хорошая идея. Можна їх було їм сказати, щоб вони трималися, тому що вони сидять, а фактично нічого дрянного не зробили, а їх ще одно посадили в тюрму. От. Особливо в Білорусі шмат таких людей. Ми пам'ятаємо об них. А раз ми пам'ятаємо, значить, вони не просто так сидять, значить, не просто так вийшли. Вони, може, за нас вийшли, за мене і за тебе, щоб наша країна була вольною, свободною, щоб можна було ходити з білоруським стягом, щоб ми могли розвиватися, щоб могли їздити спокійно з Білорусі в інші країни. Очень важно поддерживать таких людей, чтобы они не думали, что вот все сдались, и что они напрасно боролись. Нужно их поддерживать их семьи. Можно написать письмо. Давай напишем сегодня письмо. Давай. Несмотря на то, что мы уехали из страны, мы должны все равно продолжать что-то делать. Мы должны помогать как-то этим людям. Мы должны продолжать высказываться. Как помогать? Ну, например, политзаключенным пишут письма. Помнишь, мы писали письмо папе, когда папа был в тюрьме? Там у людей нету ни телефончиков, ни телевизоров, ни компьютеров, ничего нету. Только книжки и письма можно читать. Я знаю, и это большая про тюрьму, поддержка. что там нету гаджетов. Ну, типа вот этого. Там ничего, что... Саш, нету вообще. Да, когда Представляешь? смотрел там, не знаю, Спанч Боба, каких-нибудь мультиков, я видел, что в тюрьме это просто такая, серая коробка, по сути. Угу. Там А ты кровать, представляешь туалет. такую коробку на несколько лет? Вот так с ума сойти можно. Это то же самое, как в белую мягкую комнату. Можно, и это страшно. А как ты думаешь, что им там больше всего хочется? Выйти из тюрьмы. Выйти из тюрьмы.